Всем доброй ночи. Хочу вам включить очередную партию голосовых. То есть продолжаем серию наших роликов «Люди говорят», потому что это действительно говорят люди. Их мнение, их голосовые, их слова сказанные. Не люблю слово «отзывы», звучит как-то фальшиво. Может, потому что столько и так и выставляют отзывы, что я вот не хочу так называть отзывы. Еще раз напомню, те, которые хотят отправить свои голосовые о том, как помогли мои работы, поделиться своими историями. Можете отправить Яне в будни до 10 вечера. В выходные не стоит ее беспокоить. В выходные она занята книгами. Она и так занята, но в выходные особенно она занята, сидит, печатает в основном. В последнее время очень много делается для фронта, вы знаете, поэтому немного с опозданием печатают ритуалы, но это не страшно. Я надеюсь на ваше понимание, тем более, что вы можете сами взять, переписать. Мы сейчас работаем еще над книгами. И, очень завалены делами. Итак, скажу пару слов, почему я выставляю. Во-первых, чтобы люди понимали, как магия работает, каким образом меняется жизнь, что нет места отчаянию в нашей жизни. Вместо того, чтобы переживать, нужно действовать всегда. Во-вторых, многие люди не знают, может быть, новички, даже те, которые давно на моем канале, у меня же огромное количество работ, может, даже не встречали ни разу эту работу. Хорошо, что сейчас дочерние каналы начали их загружать по новой, и это замечательно, потому что обновляется вот это все время, понимаете, такой, как бы старые работы поднимаются наверх и напоминают зрителям о том, что они есть, но мало ли, может, у человека похожая ситуация. У нас в жизни бывают похожие ситуации и очень часто. Людям это дает некий толчок, стимул, дает надежду, понимаете, толкает вперед к действию. И поэтому ваши голосовые, они очень важны. Они дают другим возможность задуматься над тем, что можно поменять в своей жизни. И что можно им взять, какие работы им можно провести, тоже немаловажно. Иногда человек как-то запутаться может, то есть не понять, вот с чего начать, как быть. Может, не хватает смелости, может, не хватает решимости. Это все имеет место быть. Итак, я сегодня пока голосовые буду выставлять. Итак, начнем. Добрый день, уважаемая Яна и уважаемая Инга Хусроева. Меня зовут Марианна. Хочу коротко записать благодарность вам обеим. Большая, огромная благодарность от меня и от моей семьи. Благодаря вам, Яна, и вам, Инга, моя жизнь изменилась. Естественно, что в лучшую сторону. Мои пазлы в душе абсолютно сошлись. Раньше у меня было очень сильное душевное терзание и моральное. Я считала совсем себя не в себе. И всегда считала, что со мной что-то не так и не в порядке. Потому что я никогда не придерживалась правил, которые вокруг меня. Особенно это касаемо правил церкви и вообще религии. И я этим мучилась. Но благодаря вам, Инга, я нашла покой наконец-то в душе. И в связи с этим у меня изменилось очень многое в жизни.
я стала смелее, я стала еще увереннее в себе. Потому что я знаю, что духи, боги, все мне очень помогают и поддерживают. И я знаю, у меня было 2 раза знакомление с вами, с вашими сайтами, страничками. Пару лет назад было, во время карантина. Но тогда я была совсем не в адеквате, у меня было очень смутное сознание, и доступы до меня были, как бы во мне были закрыты для любой информации. И слава богу, что месяцев, я уже даже не помню, но до года я попала случайно опять на ваш канал. Мне оказалось совсем это знакомо. Я вспомнила, что когда-то у меня была попытка. С тех пор каждый день я слушаю ваши лекции. Очень постепенно и медленно. Я начала себе закупать атрибуты. Я сама пошила скатерти на ритуал для алтарей. Я стала разыскивать свечи, потому что у нас в Молдове это целая история найти восковые цветные свечи. Ну ничего. Здравствуйте, Яна и Инга. Ой, почему-то половина. Там дальше не открывается. Ну, суть мы поняли с вами. Вы знаете, многих пугает название канала «Ведьмина изба». Некоторые говорят, ну вот немножко помягче, там поменяйте. Я ничего менять не собираюсь, ни ради кого. Я ни под кого не подстраиваюсь, это невозможно для меня. И я считаю, что человек должен знать, куда он приходит. Мне не нужно заманивать толпу. Наоборот, я хочу, чтобы человек обдуманно подошел к моим работам, к моему каналу и вообще ко всему, что я говорю. Так что очень может быть. Ну и с другой стороны, каждый приходит ко мне тогда, когда готов. Понимаете? По-моему, китайская поговорка. Ученик приходит, когда учитель готов, или учитель приходит, когда ученик готов. Да, наверное, второе. Люди, которые говорят, что вот жаль, я 10 лет назад не знала ваш канал. 10 лет назад, может быть, вы бы не оценили то, что я говорю. 10 лет назад вы были совершенно другим человеком, понимаете? Жизнь меняет людей. Суть человека, сущность, его душа не меняется, естественно. Он какой был, такой и остается. Но он становится мудрее, он становится умнее, сильнее. Он уже может сопоставлять, он может сравнить. Поэтому вы приходите сюда тогда, когда вы готовы. Даже если вам 80 лет, значит, вы 80 лет готовы к той информации, которую я даю. Значит, раньше вы не были готовы. Как бы это банально ни звучало. У каждого своя дорога в этом мире. Так, следующее. Меня зовут Шамиля, я с Казахстана. Так как у меня большие проблемы со зрением, я не делаю ритуалы, потому что читать мне очень тяжело. И пишу я при помощи зрячих людей. У меня был такой случай, на что я была сильно удивлена. Так как у меня со зрением проблемы, я обращаюсь словесно к богам, духам, силам. Везде и всегда. И я бываю иной раз в таком шоковом состоянии, что они меня сразу услышат и помогают. Было несколько таких случаев, когда я шла зимой на базар, у меня был такой случай. Я обращалась к духам, силам, богам и просила, чтобы моих денег хватило на мои покупки. Покупка была удачная, мне нужная, необходимая, и к тому же остались деньги. На что я домой приехала, зашла домой и стала благодарить у порога, не разуваясь, богов, силов, духов. И каждый раз я стараюсь благодарить. 22 марта было землетрясение у нас в Таразе. И ощущалось очень сильно. На что я громко, лежа, громко говоря, просила: боги, силы, духи, помогите. Несколько раз я просила, потом раз, потихоньку землетрясение остановилось. Но через день-два опять начался. Люди начали говорить, что люстры шатались. В 2 часа ночи было землетрясение. У нас там протекает речка Талас.
Я монеты отнесла, не считая, сколько вот в руки поместилось, столько я монет отнесла. Бросила в речку и сказала: боги, силы, духи, благодарю. 3 раза сказала, развернулась и ушла. Посидела там на скамейке возле дома, потом только зашла домой. Так что людям хочу сказать, это все работает. Даже произнося словесно боги, духи, силы, они слышат и очень хорошо помогают. Недавно ездила я в дальний путь в Киргизию. Тоже я как-то говорила: боги, силы, духи, помогите. Но они мне помогли, благополучно я туда съездила в Киргизию и вернулась домой целая, невредимая. Приходя домой, я поблагодарила также духов, богов, сил и дух моей квартиры за то, что он в целом сохранности сберег мое имущество. Вот так вот. На что я каждый раз шокируюсь. Если я непонятно и как-то сбиваюсь в разговоре, я извиняюсь, я очень волнуюсь. Вы просто молодец. А почему они вас слышат, даже ваши слова? Потому что вот те, кого вы назвали, боги, силы и духи, они разумные, они видят, что у вас проблемы со зрением, и вы не можете, как все люди, да, обычные, читать, там, произносить и так далее. Поэтому они слышат вот это вот голос вашего сердца так, как вы можете, как вам дано. Конечно, тяжело жить с плохим зрением. Это качество жизни у человека падает. Но они вас будут оберегать, потому что вы наладили с ними связь, контакт. И слышат они вас не просто потому, что вы вот так вот зовете их, а потому что вы с ними наладили связь. Они видят, насколько вы уважительно к ним относитесь. Что даже не зная, как благодарить, вы делаете, как вам приходит в голову. Но в любом случае вы это делаете. Такие люди, они не будут никогда обижены судьбой. Они свою жизнь, сколько им положено, проживут в достатке, в защищенности. Это факт. Вот я вам приводила пример из жизни людей просто. Насколько в таких неожиданных ситуациях судьба поворачивалась в их сторону, когда они просили, когда они делали. Да, и суда выпускали людей. Ну, чего только. Решалась проблема. Вот начинается все вокруг, начинает работать в вашу пользу. Послушаем дальше. Так, мы прослушали. Вот, наверное, да. Яна, хочу поблагодарить через вас Ингу, высказать ей вот все слова вот благодарности вот от души. Вот знаете, правильно она тогда сказала, пусть читает, мои каналы смотрит. Я благодарна ей за ее каналы. Во-первых, на все каналы подписалась, завела тетрадки. Сейчас вообще хочу завести красивые альбомы. Вот, блокноты, альбомы, и прям вот все за ней записывать, отдельно денежную вот эту вот магию, отдельно чистки, вот настолько благодарна ей. Я сделала одну чистку, свечами она объясняла. Вы знаете, после первого раза вся правда начала лезть наружу, столько много вылезло всего, вот, особенно, знаете, состояние улучшилось, здоровье, состояние, во-первых, голова, легче голове стало, потому что там эти свечки вокруг головы надо, против часовой стрелки водить. Вот, во-первых, мне кажется, у меня даже взгляд поменялся, и глаза яснее стали, как будто, знаете, как пелена снялась какая-то. Вот, я очень сильно ее благодарю. Дай Бог ей всех благ, ей, ее сыну, вот, всем ее родственникам. Я знаю, что у них очень много родственников. Вот, спасибо, Инга, вообще за эти каналы, вот, что дает нам такие хорошие заговоры, учит все очень хорошо, доступно объясняет, вот прям доступно, поэтапно показывает, как, что делать. Я прям благодарю ее за это. Вот, спасибо огромное. Всего хорошего и всех благ. Я хочу, чтобы вы поняли, когда я говорю, изучите мои каналы, некоторые люди, знаете, она так, мол, это как послать, все равно, как сказать, иди на 3 буквы. Послушайте, я объясняю, я почему говорю, изучите мои каналы, потому что, во-первых, очень многие ответы на ваши вопросы там есть, вы их найдете.
Вам интересно узнать про мир мертвых? Пожалуйста, мир мертвых, потусторонний мир, жизнь после смерти, мир духов. Все о мире мертвых, все о смерти. Что еще? Огромное количество прямых эфиров, которых, и не только прямых эфиров, которых я объясняю. Вам снятся покойники, вы боитесь, какие-то вам идут оттуда посылы, как понять, что это такое, опасно или нет. Пожалуйста, если снятся мертвые или кладбище. Дальше. То есть по всем вопросам. Это, во-первых, узнать все, что тебя интересует. Почему меня не слышит Бог? Закон денег. Слушаешь лекцию и понимаешь, в чем моя ошибка. Да, вот почему. Тайна – это оберег. Почему вот у меня все было хорошо, начала делиться с подругами, говорить, как я этого добилась, и все остановилось. Потому что тайна – твой оберег. Тебе дали эту тайну, и ты не должна была никому это говорить. Откройте, смотрите. Для начала поймите себя, что вы хотите в жизни. Потом начните делать мои работы. Сначала уберите то, что у вас есть, ненужные, набранные у других людей. Попробуйте моими чистками. Потом начинайте призывать удачу. У вас там судебный процесс, проведите от суда и прочее. Понимаете? То есть все есть. И все это бесплатно. Бери сначала, изучи месяц-два. Делай что-нибудь для себя. И увидишь, что у тебя начнутся перемены. Меня раздражают люди, когда я говорю, изучите мой канал, проведите что-нибудь, какой-нибудь ритуал для себя, для начала. Ну, хотя бы поймите для себя, вот этот человек может помочь мне или нет. Если я приду и деньги принесу, она сможет мне помочь или не сможет, или я просто отдам. Неужели вам самим не интересно вообще? Или у вас лишние деньги, не знаете, куда девать? Для себя вам не интересно? Вот я приду, оплачу работу этого человека. А сможет мне этот человек помочь? А для того, чтобы это понять, возьмите, сделайте некоторые работы. Убедитесь в том, что да, они работают. А такие ритуалы может дать человек, знающий, значит, она может мне помочь. Значит, я могу спокойно прийти и не бояться. Значит, я могу доверить свою судьбу этому человеку. Вам, для вас, для себя, вам не интересно это все? Говоришь? Ну хорошо, я изучу, ну спасибо. А так вообще вы можете что-нибудь сделать? Сегодня меня вывела одна женщина, вот прям, вот реально говорю, я настолько уже устала от этого всего. Сейчас я вам прочитаю просто. Лень задницу поднять, себе лекарство купить, лень пойти к врачу. Вообще все лень, понимаете? Они приходят, давай вот сделай нам это, вот то, вот помогите. Сейчас я найду, я просто сохранила для себя, чтобы понять. Выводят меня, потом удивляются, почему я вот на них так накинулась. Ну, в конце концов, ну сколько можно это все терпеть, а? Так. Сейчас, секунду. И причем каждый раз что-нибудь пишет, понимаете? Сегодня вот это надо помочь, завтра вот то надо помочь, там вот сосед сказал, тут мы болеем. Каждый раз такое ощущение, что люди хотят свалить на меня, просто на мои плечи вот все, то есть взвалить на меня все, что их беспокоит. Но так же нельзя делать. Вы приходите с той проблемой, которая нерешаема, просто вот безнадежна, и я вам помогаю. Одно попросила, второе теперь, смотрите. Здравствуйте, уважаемая Инга, извините, мы взрослые люди, пенсионеры, и вот все время тыкают эти пенсионеры мы, вот я инвалид, вот у меня 4 детей, я все понимаю, но я же вас денег не прошу и не беру, зачем мне это надо писать? Нельзя так жить, нельзя считать, что все обязаны и должны, потому что ты пенсионер. И что, когда-нибудь и я стану пенсионером, мне все должны, мне все обязаны. Почему вы считаете? Вы знаете, скольким пенсионерам я просто так помогаю, потому что я знаю, что у них нет того достатка, и я этим людям просто помогаю. И всячески, и в очень трудных ситуациях помогла, собственно, совершенно бесплатно. Да, есть, но эти люди не просили, им даже было неудобно. Вот я люблю помогать человеку, который не навязывает, нету обязаловки, понимаете? Когда человек делает акцент на это, что помоги мне, я пенсионерка.
Ну что теперь, моя мать тоже пенсионерка. Ей кто-нибудь бесплатно что-нибудь дает? Что за манера? Что откуда это пришло вообще? Вот эта психология нищебродства. Не подчеркивайте. Я такая-то. Я инвалид, поэтому... Я тоже инвалид, вы знаете? Да. Я тоже неполноценный физический человек. Что теперь делать? Ходить всем сказать, я инвалид, мне помощь нужна, мне нужна квартиру, дайте мне. Остановитесь, никто вам не обязан в этой жизни и не должен. Если вам кто-то что-то хорошее делает, это его желание, это его душевная доброта. И воспринимайте это не как должное, а благодарите. Это, во-первых, акцент. Вот мы все. Теперь смотрите, какая чушь. Вот понимаете как? Зачем идти к врачу? Зачем лекарства покупать? Зачем там лечиться? Причем лекарства, я не думаю, что архидорогие прямо. Ну, может потратиться человек там, не знаю, 2-3. Серьезно, вот из того недуга, что пишется здесь, это не самые дорогие лекарства. Это не смертельная болезнь. А зачем идти туда? Мне женщина говорит, у моего отца головные боли, вот можете помочь? Я говорю, а вы к врачу не сводили? Может, у него какая причина этих болей? Но он не хочет, он не любит по врачам. То есть он по врачам не хочет, ты же все равно бесплатно лечишь. Бери, лечи, Ребенку моему помогите, пожалуйста, вы же детям бесплатно помогаете, вот болеет. Я говорю, хорошо, сколько лет вашему ребенку? 31. Я говорю, это уже не ребенок, это почти мой ровесник. Он для меня ребенок. Другая женщина, по-моему, из Грузии сказала, моему сыночку помогите. Я говорю, сколько лет вашему сыну? 56. Я говорю, я, конечно, очень извиняюсь, но это уже не сыночек. Вы не понимаете, дети всегда будут детьми для своих детей. Все понятно, но и что теперь? Давайте все... Вы знаете, вот, я не знаю. Я в душе маленькая еще. Помогите. Мне, конечно, 70 лет, но вообще-то я еще ребенок. Но это же не серьезно. Ну, это же идиотизм. Так, слушаем. Я вам писала, муж заболел сегодня в больницу, в Уфу ездили, у него взяли анализы, врач сказал, у мужа, значит, аденома. Просто лекарства выписали на 3 месяца. После лечения может операция, не знаю, врачи помогут или нет. Мне сейчас трудно, может быть, мужу порчу сделали. Начинается. Вот порчу сделали, помоги нам, понимаешь? Это не болезнь, порча. Снимай, пожалуйста. И, конечно, бесплатно, естественно, мы же пенсионеры. Послушайте, аденома. Назначили лекарство. Иди пей и закончится. Что тебе надо? Нет, помоги нам. Зачем нам на лекарство тратиться? Ты же бесплатно можешь помочь. Пользуются мной вот по полной программе, вот по полной просто. Меня хотят вот выжать, вот, ну... Но также нельзя, люди, послушайте меня, кто-то действительно нуждается в этой помощи, кто-то реально сейчас на границе стоит и попросили, вот, например, защиту поставить. Реально человек на границе стоит и нужно просто начитать что-то, чтобы он живой вернулся. Это одно. А тут аденома, что не можешь пойти выпить лекарство и все пройдет. А зачем? А зачем? Ты же есть, давай мы тебя используем по полной программе. Ты же можешь. Ну, бери, сделай, что тебе стоит. Как одна сказала, ну, понятно, что вам стоит, что трудно, что ли, руками так повести, и все, из-за этого целый сыр-бор. Я говорю, так и поведи руками, мать твою, поведи руками и помогай. Это же что такое? Врачу можно так сказать, а что ты там делаешь, интересно? Ну, там скальпелем там порезал, зашил, господи, за это ты хочешь деньги получить, за это хочешь, чтобы тебе спасибо сказали. Всего-то там порезал. Каменщику сказать можно, да? А что ты там такое делаешь? Там на камне что-то там постучал, и за это хочешь, чтобы тебе там оценили твой какой-то труд? Не знаю. С такими людьми как разговаривать, я не знаю. Итак, пойдем далее. И еще, вы знаете, забыла сказать. Мне тут недавно снился такой странный сон, очень странный. Я вижу яблоню, яблоки на ней спелые, красные, но без листьев. И мне кажется, на заборе
так вот женщина, как-то она висела на этом заборе. И я, вы знаете, у меня такое ощущение внутри было, что это Инна была, Инга. И она так опустила ветку, мне ветку, и я рву, два яблока на этой ветке было. 2 яблока красных, хорошие красные большие яблоки. Вот. А рядом со мной женщина стоит и говорит, вот видите, говорит, вам вот 2 яблока, мол, дали. А я, говорит, а мне вот не дают. Мне вот эти, говорит, яблоки не дают. Видите, говорит, ветки, они поднимаются. Я еще так удивилась, что, знаете, действительно, вот как будто взмах волшебной палочки. Она стоит, главное, и раз, ветки поднялись. И видите, говорит, я не могу, мол, эти яблоки взять. А вам, говорит, 2 яблока, говорит, дали. И я так смотрю, женщина с черными волосами, и почему-то они у нее были в хвостике. И она так с забора свисла. У меня, знаете, вот честно, почему-то я так поняла, что это Инга была. Вот не знаю, вот передайте ей огромное спасибо за все ее каналы, за все ее работы. Пользоваться буду всем. Вот огромная благодарность. Яблоки. Вот то, что вы увидели, это символический сон. Это говорит о том, что не всем дано понять, не всем дано пользоваться плодами моего труда. Это плоды труда, которые, если вы меня увидели, спустила, и то есть вам дала эти знания, а кому-то это недоступно. Это первое. Во-вторых, яблоки, гранаты, там фрукты, здоровые, красивые фрукты, это к благополучию, это к переменам, это к новым идеям, предложениям. Если вы себя видите за столом, сидите, кушаете торты, вот эти крема, там сахарные какие-то там петушки и так далее, это к большим хорошим деньгам. И это всегда сбывается. Но если вы вас не собираете ягоды, вот, мелкие ягоды, вот, там, брусника, не знаю, что еще есть у нас. Не, брусника не ягода, это, ну, мелкие, маленькие эти фрукты и мелкие ягоды, да, так правильно. Вишню едите, смородину, виноград, это всегда к слезам. Орехи маленькие, это не хорошо, это к неприятностям. Большие крупные фрукты, это хорошо, а маленькие фрукты, фрукты и ягоды, это к слезам, к скандалу, к чему-то еще. Мне всегда так, если я там во сне виноград вижу, обязательно на следующий день это будет. Но не слезы, конечно, но скандалы, нервотрепки. Открою, посмотрю, что мне опять кто-то украл, что-то там сделали, нажаловались на канал, что-то в этом роде. Так что то, что вы увидели, яблони и яблоко, это как плоды моего труда, которые я кому-то позволяю взять, а кому-то нет. Вот поэтому и сказала эта женщина. А мне вот не дают. То есть это не всем доступно. Знаете, еще раз говорю, призванных будет много, избранных мало. Избранных не в том смысле, что вот избранные там суперстар. Нет, просто люди, которые поймут, оценят, возьмут. Вы знаете, сколько было людей, которые сидели на моем канале, благодарили, ценили. Я запомнила одну женщину, может быть, она до сих пор на канале, молчит, что заткнулась. Я почему помню? Потому что я была в торговом центре, я какую-то покупку делала, и, очень ярко запомнилось. Я поехала за этой вещью забрать, и вот в этот день мне испортили настроение. Написала женщина: ты, сучка, обманываешь людей, ничего у тебя не выходит, ты ничего не можешь, ты никому ничего никогда не помогла, скоро за тобой приедут журналисты и посмотришь, я дойду до Первого канала, я что-то там такое, у меня мой мужчина так и не пришел. Я обалдела, я прочитала эту хрень, я думаю, да плевать на тебя, махнула рукой. А потом ради интереса думаю, дай-ка найду, может, есть она, может, она мне писала, она мне написала на телефон. Я нахожу, пробиваю ее номер в WhatsApp, нахожу ее благодарность, я ее голосовой когда-то выставила, благодарность, она врач, и там написано, что ее хотели чуть ли не посадить за какую-то там махинацию, что-то, в общем, начали их проверять. И она благодарила, что те, которые хотели на нее все свалить, списать после работы, то есть после моей работы, да, не моей, а с моим ритуалом она, значит, себя спасла, и их уволили, а ее еще и наградили, еще и дали новую должность. И она очень благодарила слезно. И я этот голосовой выставляла. Вы представляете? И тут какой-то мужик ей не позвонил, и все, что было сделано мной для этого человека, моими работами, лекциями, она перечеркнула за секунду и оскорбила меня.
А потом исчезла, может, у нее там... Потому что оскорбление таких людей, как я, оно даром, конечно, не уходит. Я не хожу, проверяю. Помните, я вам тоже показывала, может, на моем канале еще есть извинения, когда женщина позвонила посреди ночи, там, плача, извинялась, что я вас оскорбила, а потом у меня очень страшные проблемы начались, семья разрушилась, муж ушел, сейчас меня выгоняет из дома. Я почему спокойно отношусь, когда люди не могут понять, когда я спокойно говорю, да, ну, плевать на нее. Хорошо, я, конечно, скажу, что это мои работы забраны. Вот сегодня опять выставила в сообществе «Ведьмина изба 2». Опять есть. Это ужас какой-то просто. Это наглость высшей степени. Просто вот я для них вот просто, я их кормлю всех. Мать-кормилица. И знаете, как бы... Имею в виду, что вот когда пишут, вот знаете, украли, и мое спокойствие, наверное, их пугает. Или они думают, что за реакция спокойная. Я просто знаю, что они потом получат. Поэтому уже так часто это было, что я спокойно воспринимаю это, понимаете? Так что хотелось бы, конечно, чтобы люди, которые действительно благодарны, так и было. Просто настолько человек потом забывает, вот откуда эта помощь была, каким образом, и такие грязные вещи делает. Вот еще одна недавняя особа из Голландии, вам пример. Пожалуйста. Я ее сына вытащила с того света. Он просто реально вытащила с того света. Сейчас он живет новой жизнью совершенно. А мать каждый день обливает меня дерьмом. Вот благодарность людей. Из-за чего? Из-за того, что ее мужик ушел, а я виноват. Она бросила этого мужа, поехала, и этот мужик начал гулять. Точнее, даже не мужик бросил, а сын сказал, открыл ей глаза, и она начала ненавидеть его, что ей сказали правду. Ну, слабачка. Слабые напередок баба. Они всех винят, кроме себя. Несчастные люди. Чтобы я из-за мужика убивалась вот так, и всех швыряла, и со всеми враждовала, и ребенка своего проклинала. Да никогда в жизни этого... Что, для меня ширинка, извиняюсь, важнее всех на свете? Идиотизм какой-то. Для меня мужчина, прежде всего, это его душа. Это друг рядом, понимаете? Друг, человек, близкий человек. Родной человек, а не вот это, блин, с ума схожу. О, все, вы держите меня все, всех ненавижу. Мне противны были такие бабы, которые срываются на своих детях. Помните, фильм был такой «Вор», основан на реальных событиях, где она встретила этого вора, Машков играл. И абсолютно было плевать на то, как он издевается и глумится над ее сыном. В конце концов, она обвинила его, что, мол, вот, если бы ты там не сделал, папка бы не ушел и сдохла сама от неудачного аборта. Именно сдохла, потому что такие женщины, они не умирают, они сдыхают. Мне их не жаль. Женщина, мать, она прежде всего защитник. Вы посмотрите в мире животных, что делают матери, когда кидаются на их детей. Насколько у них сильный инстинкт. Я вчера смотрела и прям аж прослезилась, когда буйволица себя подставила, чтобы теленок успел убежать. Ее убили, завалили 2 льва. Она могла убежать, они за теленком гнались. Когда антилопа подставила себя, чтобы крокодилы ее растерзали, а ее детеныш успел убежать. Понимаете? И тут смотришь и думаешь, вот матери, а не эти, которые родила, отказалась, убежала. Кошка твою мать. Родила, отказалась. Пошла там, мужика привела, мужик пьет, детей бьет и так далее. Вот матери, сравните. И скажите, кто из них животные-то. Так, давайте далее. Ой, ужас. Кажется, я включила и нажала на стоп и включила. Давайте еще раз послушаем. Добрый день, Яна. Это информация для Инги. Я давно собиралась рассказать о ритуалах Инги. Благодарности нет предела. Спасибо Инге за ее нескончаемую энергию и желание помочь людям. Спасибо духам и богам. Спасибо за ритуалы. И вам, Яночка, спасибо за ваш труд. Мое знакомство с Ингой произошло на платформе YouTube 3 года назад. Финансовое положение тогда, на тот момент, были на нуле. Муж оформил банкротство.
От нашей прежней стабильной жизни не осталось практически ничего. На этой почве муж серьезно заболел. Все в моей жизни становилось все хуже и хуже. Тупиковая ситуация, из которой просто так не выберешься. Знакомство с каналом «Ведьмина изба» произошло так. Я случайно наткнулась на ролик, где Инга в маленькой шкатулочке перебирает несколько колец и рассказывает о камнях, о их силе. Меня это сразу заинтересовало. Стала дальше смотреть, увидела ритуалы. Сначала очень долго я присматривалась, смотрела, слушала много. Это мне давало какое-то успокоение, которого мне не хватало в обычной жизни. Узнавала, что с духами можно разговаривать. Случай, который перевернул мою жизнь навсегда. У меня не заводилась как-то моя старая машина. Смотрю неподалеку дерева, нащупала в кармане монетки. Подошла к дереву и просто своими словами попросила. Положила монетки, отвернулась и ушла. Вы просто не представляете, какое же было мое удивление, когда машина завелась и поехала. Это было что-то. Честно, я заплакала. Заговор духа сопровождающего я выучила наизусть. Очень помогает. Гаишники просто отворачиваются. В один момент я вдруг поняла, что очень хочу, чтобы у меня дома была статуя Фортуны. Купить тогда для меня было просто нереально. Собиралась несколько месяцев. Купила. Далее стала делать алтарь и поняла, что оказывается все, что для него нужно, все это время было у меня дома. Нашлась и ткани, подсвечники, и красивые тарелочки, рюмочки, и шкатулочки, и даже украшения. Сделала алтарь, дала несколько дней постоять, ставила кофе и благодарила. Признаюсь, сначала ставила растворимый кофе и обычные парафиновые свечи. Слова у меня не было просто. Постепенно стали находиться деньги на хороший кофе и на восковые свечи. Потом начала делать ритуалы. Сначала делала чистки, разные делала. Понравилась чистка Пороскева. Потом стала делать на здоровье, делала разные. Понравился ритуал Вуду на здоровье, помог. Стала читать на благосостояние, и оно улучшилось. Чтобы дочка удачно поступила в вуз, читала на желание. Все получилось. Просила духов и богов, обращалась к небу. Что обещала духам за просьбы, отдавала. Они точно меня слышат. Инга, спасибо вам большое за то, что помогли изменить мою жизнь. Вы даже не представляете, какой силой обладает ваше слово. Каждого человека. Даже не представляете. Религии сделали нас рабами. Научили нас, наше поколение, человечество, что все воля Божья, ничего не изменить, ничего не сделать, надо смириться и жить. А на самом деле воля богов, чтобы мы были счастливы, чтобы мы оставили сильное потомство. Это воля богов. Все остальное, что происходит в нашей жизни, это наши ошибки, глупости, это окружающий нас мир и люди со своей завистью, ненавистью, которые поганят нам жизнь. Иногда мы сами поганим свою жизнь своими глупостями. Я хочу сказать этой женщине. Значит так, у вашего мужа был партнер Алексей. Это сделала его жена. Она познакомилась с вами. Не скажу, что тесное общение, но она познакомилась с вами. Это сделала его жена, это родник. Вы начали все терять. Она не обладает силой, но попросила, это профессиональная работа. Ездила куда-то, улетала в какие-то страны. Это Перу, Мексика, вот их рука чувствуется, Сантерия. Вы просто все начали терять друг за другом, продавать. Отвернулись люди, отвернулись друзья, отвернулись близкие. Начали рушиться сделки друг за другом. Началась нервотрепка. Единственное, что вы не потеряли, это веру друг в друга и поддерживали. Вот этого у вас не было. Вы не стали собачиться, извиняюсь за выражение, из-за нехватки денег. За это вам, скажем так, вы молодец. Берете, делаете мою чистку, возврат и воздаяние.
Потом чистка с возвратом. Есть такое. Отправить зло назад. И вернуть удачу. Да, еще можете сделать дух захмат. Очистите свой дом, потому что всякие были люди ненужные, которые оставляли свою зависть и вот черную эту энергию в вашем доме. И через короткое время у вас все начнет возвращаться назад. Вы практически пробили эту ситуацию уже. Просто вот мой вам совет. Проведите. Иногда нужна работа ведьмы, но в этом случае вы можете моими работами это сделать. Потому что мои работы точно такие же сильные, собственно, как и если бы я сама делала. Просто за исключением тех случаев, когда человек никак не может взаимодействовать с демоническими силами, вот тогда да, тогда я делаю. Удачи вам. Начнем. Добрый день, Яна. Это информация для Инги. Нет, мы это уже только послушали, да. Я думаю, на сегодня достаточно информации, потому что дальше будет больше. То есть больше там очень много голосовых. И на сегодня вполне достаточно для того, чтобы задуматься, понять. И еще раз вам напоминаю, когда я говорю «изучите мой канал», это не посылаю вас куда подальше. Это хочу, чтобы вы поняли и осознали, куда вы пришли. И с полной уверенностью приходили потом ко мне, зная, что мои работы вам помогли, а следовательно и мой труд остальной вам поможет. Всем удачи и всех благ.